Существует множество разновидностей нежити. В современной традиции вампиры и оборотни часто изображаются противниками, однако в фольклоре граница между ними очень размыта. Это отражается даже в том, как их называли. С точки зрения лингвистики, слово «вурдалак» – это искаженное волколак, а вообще этимологически это волк плюс шерсть, то есть человек, который оказался в волчьей шкуре. Врожденных волколаков отличали волосы, похожие на волчью шерсть, агрессивные повадки, особая грубость в отношении женщин. Превращенных же зачастую можно было узнать по особой апатии и тяге к людям. Они пытались найти помощь, но не находили. Если волколаку помогала обратиться женщина, то она сама рисковала на всю жизнь остаться волком. Есть множество способов обратить волколака в человека. Однако самое сложное – узнать его среди обычных волков. Существует восточнославянское поверье. Чтобы превратить кого-то в волка, колдуны или ведьмы набрасывают на жертву волчью шкуру и нашептывают заговоры. По легендам южных славян, волколак наводит голод, высасывает кровь из людей и собак, а иной раз принимает образ красивого парня и заставляет молодую вдову вступить с ним в брачную связь. В результате рождаются дети, у которых обыкновенно не бывает костей. Также бытует сюжет о превращении целых свадеб в волков. Именно южнославянские предания крепче всего связывают волколаков с вурдалаками в качестве вредных в хозяйстве покойников. По поверьям, вампиром может стать и тот, чья мать ела во время беременности мясо убитых волком животных. Так какие же они, славянские вампиры? Как верные представители нежити, вурдалаки охотятся по ночам. Они могут питаться плотью и костями других мертвецов. Спасти вурдалака нельзя, только окончательно уничтожить. Вурдалаки обычно сохраняют гуманоидную внешность, но на поле боя их легко отличить по бледности, согбенной позе и дикому выражению лица. Обычно из-за появления вурдалаков вымирают целые деревни. Выпивая жертв досуха, они обращают их в своих сородичей. Начинают, как правило, с ближайших родственников. Вообще слово «вурдалак» приписывается во многих исследованиях Пушкину, который переводил песни западных славян, и вот слово «волколак» услышал таким образом. Поэт, он имеет право. Вурдалак звучит более страшно. Нежить не живет и не умирает. Постепенное угасание чувств, потеря рассудка. Остается только жажда крови, буквальная и метафорическая. До чего же печальная судьба?